Рекомендую посмотреть видео про прошлую главу, если вы не видели. Иначе вы можете ничего не понять. Вкратце, мы по просьбе Шедлецки получили ледяной клинок, убив жестокого короля. Терри нам сказал, что теперь нужно использовать Fast Travel, чтобы быстрее всего добраться до Roblox HQ. В подвале мы встречаем Шедлецки, что начинает битву. Он же инвалид. Почему мы пытаемся убить его при первой же возможности? А, стоп. Кнопок атаки нет. У нас появилась энергия меча. У нас пока что она не заполнена. Можно это исправить с помощью фокуса. Энергия меча распространяется на все особенные мечи, но пока что он у нас один. Ice Dagger, в отличие от своего оригинала, не ваншотит, а используется в качестве регена. И не только хп, но и выносливости. И кстати, реген скелется от максимальных значений, так что повышать выносливость имеет большой смысл, так как мы еще увеличиваем количество восстановления. Победив колясочника, он нам оставляет меч, так как его, а именно Билдермена, основателя Роблокса, все еще нет. Пока что ему остается только довериться нам, что мы не будем использовать данные мечи во зло. Шедлецкий нам рассказывает про следующий меч, Веном Шанг. Он находится в Туритопулис, рядом с тропическим лесом. Местный мэр его защищает. Нам понадобится самолет, так что придется идти в аэропорт. На самолете можно добраться до города на равнинах, Плейнстаун. Перед походом в аэропорт стоит рассказать про этого подозрительного типа. Он продает уникальные карточки за баксы. Я вам про них не рассказывал, но они находятся в различных укромных местах. До этого я как раз таки нашел их 6 таких. Некоторые из тех карточек могут очень сильно помочь в прохождении. Для моего саппорта я порекомендовал взять защиту плюс. А для себя я оставил удачное начало. Дает случайный эффект в начале хода, в том числе игнорирование атак. И поднятие ставок. Увеличивает урон, но усложняет тайминг попадания. Проходя в аэропорт, мы находим один самолет в ангарах. Его владельцем является Терри. И он не сильно рад, что мы пытаемся украсть его самолет. По крайней мере, он так говорит. Я вообще сюда пришел, потому что задание игры было «Откройте ангар». Наверное, я также буду оправдываться, когда арестуют за действия, которые мне сказал выполнить другой человек. Терри, оказывается, умеет летать на самолете. Прилетаем в Плейнстаун. Терри нас спросит об оплате, но мы посылаем его. Ишь ты, захотел получить денег. Теперь это наш самолет, Терри. Ты видел вообще, как я умею управлять самолетом? А теперь я пошел. Я тут мир спасаю. Проходя в аэропорт, можно заметить персонажа, что своей анимацией выделяется. И даже текстовое окно необычное. Знакомьтесь, Кёко. Такой же путешественник, как и игрок. Мы с ней позже встретимся в Туритопулис. Вот мы и вышли в дикую природу, саванну. Блять, на меня еще один побежал! Здесь мы бы поопаснее, чем в той горе. Трава блокирует путь, и больше ничего не остается, кроме того, чтобы пролезть в муравейник файрентов. Они были к нам дружелюбны еще с первой главы, когда мы брали фаербол. Теперь мы меньше, из-за чего уменьшенный урон, что мы наносим, а также нас атакуют комары. И я что-то забыл в муравейнике. Комары довольно-таки неприятные противники. Они не только накладывают яд, но еще и хилятся при нанесении урона. Так что не рекомендую использовать атаки по области. Атакуйте одну цель за раз. Тут я как раз таки неправильно сделал. Нужно было кидать обычный мячик, а не лайнбоунс, что атакует всех противников. В тот момент мы, если что, проверили, что атаки по области не могут наложить яд на несколько противников. На мое оружие в тот момент накладывал эффект яда мой саппорт. И совсем не друг Влад. После долгой битвы выбираемся из муравейника, и нас ждет убийство множества животных, что прекращается при попадании в... тот самый город, да. Мы встречаем Кёко, но не успев поговорить с ней, мэр просит нас о помощи. И судя по продолжительности ролика, помогать мы ему будем долго. Но для начала зайдем в магазин. Все будет нормально с мэром, ждал нас долго, подождет еще минутку. Тут мы можем купить две интересные карточки, рогатка и лаунчер. Они пришли из Brick Battle, в котором являлись главными орудиями игроков. Рогатка заменяет меч и дает увеличенный урон, при этом не работает на противников с броней. А лаунчер заменяет мяч, нанося урон по области. Но я заметил, что мне не хватает тиксов на покупку, даже после продажи всех расходников.
Так что я пошел дальше. А мэр даже не успел уйти. И вот появляется интересный персонаж. Грифер. Он разговаривает чисто на своем акценте, вместо некоторых букв использует цифры, остальные буквы написаны капсом. Одет он более современно, чем другие персонажи. Вместо плоских кубов без текстур, у него куртка и штаны. Это, кстати, не противоречит таймлайну, ведь подобная одежда была добавлена в апреле 2008-го. Странно, что никто из других персонажей их не надевает. В общем, после угроз со стороны Грифера мы забираем ключ от джипа, что выпало до этого из кармана мэра. На нем мы и догоним их. Если я один раз покаплюсь, это все пиздец. Тебя снизу слева сердечки. Как ты думаешь? Я не смотрю не слева, я смотрю на дорогу, блядь. Я поранился один раз. 2 раза. На, смотришь на дорогу, бро. А, черт, мы кого-то сбили. Ладно, не думай, что это будет проблемой для нас в будущем. Теперь на нас нападают местные дикари, что наносит ядовитый урон. Чертовы токсики. Прям как Влад. Но уклоняться намного легче, чем от комаров. Это уж точно. Следим за нубом. В естественной среде обитания. Это про тебя, Влад. Ты же у нас желтый. И лицо как у нуба. Я это вижу даже за бесплатными очками. Надо бы заменить меч. После возвращения в город покупаю лаунчер. Блять, я перепутал слингшот и лаунчер. Я не то купил. Одно... Блять. Слингшот это как раз таки то, что заменяет меч, а не лаунчер. Блять! Пил хуйню. Догоняем Грифера, и он резко строит с помощью лома стену. Но только не тот материал ты выбрал для этого. Кажется, мы кого-то разбудили. Пиздец. А, у нее иммунитет к яду. Только сейчас понял, она же буквально ящерица. Да хватит меня пиздить! Достань! После победы над ней она осознает, кто мы. И приглашает нас к себе в логово. И кстати, у вас до этого мог возникнуть вопрос. Какого черта король сражается за нас? Сейчас все объясню. Слева от аэропорта есть горы, что дает нам возможность сразиться с финальными боссами. Пока что мы можем сказать только то, что мы чувствуем себя холодно. Но в будущем этот список будет пополняться с прохождением глав. В общем, нужно победить его 5 раз. Каждый раз у него будут меняться фразы перед битвой, где он будет больше понимать свои ошибки. Так как нас было двое, у нас диалоги немного сломались, но мы все же смогли получить карточку призыва вдвоем. В логове ящериц мы находим ракетные ботинки, что помогает добраться до другого берега. Почти все места в игре, где они нужны, отмечены следами. Но некоторые места являются секретками, и следами они не помечены. Спустя некоторое время блуждания по лесам появляется Грифер, что разговаривает со своим отцом. Это все же был отец. А также он напоминает голос, который говорит мэру, что ты его доверенный защитник меча. Мы оба знаем, что только ты и он может его достать. И когда с ним уже покончено, мне нужно все это решить с помощью отца. Грифер еще упоминает, что это именно его наемники в виде 2 нубов и босса набросились на железки. Именно про него он и говорил до этого. Забавно еще, что некоторые важные слова он говорит без своего акцента. Но это сложно заметить, потому что до этого эти слова писались капсом, а в речь Грифера они идеально заходят. После того, как он узнал, что Железки жив, он со смехом нападает на нас. Лжец. Умри. Грифер своими атаками накладывает эффект улитки, что заставляет терять половину ходов во время действия эффекта. Но так как с нами король, а также Грифер еще не заполучил тот меч, нам легко справиться с подобным противником.
Блять, и король, он сбил ему огонь из-за того, что лед кидал. Да. Понял. Блять. Но он не погибает. После потери всего хп, вместо этого он сбегает в траву. Мое любимое клише JRPG. Мы находим железный меч, что Окей, нужно забрать у этой обезьяны его. Ударяем данное дерево, и с него падает тот Бигфут, который, кстати, нас узнает. Это именно его избили на машине. Теперь он хочет нам отомстить. Удары этого босса настолько сильны, что уменьшают нас. А еще есть атака при раскачивании на лиане, что сильно бьет и отравляет. Я промахиваюсь все! То же самое. Но с нашей прокачкой он не представляет опасности. Правда, я бесполезно потратил мороженое в конце, которое хилит всех на 8, купленное еще в замке Блокрок. Но да ладно. Теперь наконец-то мы сможем сломать ту траву, что мешало все прохождение. И мы после возвращения на место прошлого босс-файта как раз таки можем пойти в то направление, куда бежал Грифер. Мы встречаем вход в священное место. Для того, чтобы войти, нужно повторить эти смайлики, что говорит нам этот пеликан. Код никогда не меняется, так что используйте эту последовательность лиан. Горилла, орел, призрак и взрыв. После этого нас могут пропустить. Странно, что Грифер обосновался именно в этом месте. Это священная полость. Тут везде стоят морковные люди, которые ведут себя как люди из далекого прошлого. Ебать, а что, по стелсу прошел мимо этого гориллы? После того, как мы добрались до верха, мы уходим в... назовем это апартаментами Грифера. Именно в нем находится Веном Шанг. После того, как нас заметили, Грифер сам достает меч с помощью рук своего отца. После взятия меча в руку, он слышит те самые голоса. И они хотят нас разрезать. Теперь Грифер намного более стойкий, чем раньше. До этого у него было 25 хп, а теперь 40. У него появился меч, что делает... О, блять! Тебя отхилить? Пиздец, ты просто АФК сидел? А, ты умирал? Понятно. Нет! Опять! Твою мать. А! Ну бля, ну делай что-нибудь! Почему ты АФК сидишь? Я хилю себя! Да все, мы с ним, короче, в соло. Держи. Блять, он же не отразит. Не то чтобы я отражал. Но у него... он хотя бы на нормал моде играет, а не на харде, как мы, два дебила. Отлично. Вот и все. А ты волновался. После победы над ним он не готов принять свое поражение. И использует меч на себе, чтобы... Блять, что с ним стало? Ну, пиздец. Хорошо. Иди. Блять, я вообще забыл вот так. Мы на него яд не можем наложить. Веном Чардж. Как же тебя Дефенд спасает? В 2 раза меньше урона. Ну, это самая изящная такая. Я нихуя не понял. Нихуя не понял. Самая изящная атака для человека, который играл в эту игру. Отлично, мы не получаем никакого урона. Ну ладно. Что-то я немного пиздобол не помню. У него ж эффект зайца. Нам на следующем ходу очень сильно понадобится. 5. Блядь. Это пиздец. Я хочу тебя возводить. Ну и ладно. Все равно этот босс, блядь, нам все восстановит. Что я туплю? После 3-го поражения он больше не пытается нас убить. Наконец-то. Мэр говорит, что он все еще дышит. И доктора Торита Пулис спасут его и вернут прежний облик.
Теперь нам нужно взять эту проклятую вещь и отнести туда, где она не сможет никому нанести вреда. Но мы, как честные граждане, просто заберем себе и будем использовать в битвах. Давайте вернемся к Гриферу. С ним можно сразиться, как и с королем до этого. Пока что не до конца понимаю эту систему в лоре, но у меня есть предположение, что доктора все же не смогли спасти Грифера. Король в прошлый раз умер, но как бы его душа сражается за нас в битвах. А разработчики собираются добавить карточку призыва Грифера. Возможно, Гуру занимается какой-то магией и может принести наши воспоминания и мысли в реальный мир, но пока что мало информации насчет этого. Я даже не на 100% уверен, что этот король канон. Как минимум стражники атакуют короля в замке. Сама глава хоть и ощущается филлерной, из-за того, что нас отправляют хрен знает куда, для будущего сюжета почти ничего не происходит интересного, но все же некоторые детали в будущем раскроются. В игре, если вы не забыли, есть Киока. Она в будущем с нами встретится еще 2 раза минимум, в 3 и 4 главе. Хоть 4 глава все еще не вышла, она должна быть там, судя по письму, что показали разработчики. Я предполагаю, что оно было написано как раз таки между 2 и 3 главой по сюжету. Наверное, оно было как раз таки отправлено отсюда. Возможно, Киока и ее сестра встретятся как раз таки в 4 главе. А между этим я вам сделаю видос про 3 главу. И, кстати, про то самое письмо. Давайте я вам зачитаю напоследок. Дорогая Калипсо, я надеюсь, что эта бутылка найдет тебя где-нибудь. Как-нибудь. Даже если только не ради меня. Я просто надеюсь, что ты вернешься домой как-нибудь. Мы надеемся, что твои приключения не зашли слишком далеко. Ты самая сильная сестра, но я просто надеюсь, что ты можешь о себе позаботиться. Так как ты уже путешествуешь, я решила стать приключенцем, как и ты. Я уже встретил множество замечательных людей в Плейнстаун и Тритополис. У меня даже появился друг. Я была напугана сначала, но разговор с ним осчастливил меня. Сильно. Но у него тоже есть свои проблемы. Я ему не хочу создавать новые. Но он убедил меня, что я не должна сдаваться. Я не должна сдаваться. Я знаю, что ты где-то там. Так что я буду как ты. И не перестану пытаться. Я научилась многому от тебя. Надеюсь, я все еще могу тебе это доказать. Я обещаю, что мы все еще с тобой встретимся.